Друзья, всем привет! С берегов Средиземного моря. Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня я для вас подготовил интересный рецепт. Как вы думаете, что это? Я никогда близко не был знаком с этим растением, но, как оказалось, это фенхель. Он очень широко распространен на побережье Средиземного моря. Продается на каждом рынке и в каждом магазине. Фенхель – это не фрукт и не овощ. Это многолетнее травянистое растение семейства зонтичных, родственное укропу, тмину и анису. Ну и как вы уже догадались, сегодня я подготовил для вас особенный рецепт. Это салями финокьона, сыровяленая традиционная итальянская колбаса с фенхелем. Я, конечно, не буду крутить фенхель на мясорубке, но сегодня я покажу вам рецепт, как дома своими руками приготовить настоящий итальянский деликатес. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете секрет приготовления настоящей финокьоны. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. А я начинаю готовить. Итак, дорогие друзья, для сыровяленой колбасы финокьона я взял свинину. Здесь у меня 2,5 килограмма. Здесь 1,5 килограмма это нежирная свинина, балык. И я взял по 1 килограмм, это свиная шея. Это жирное мясо, примерно с содержанием жира 40%. Вот это все мясо я перекручу на мясорубке с диаметром отверстия 10 миллиметров. Это будет крупный помол. На 2,5 килограмма слегка подмороженное мясо. Температура должна превышать где-то 10 градусов, но у меня здесь, по всей видимости, градусов 2-4. Это будет нормально. Значит, из соли. Посолочная смесь. Здесь 25 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% на 1 килограмм мяса. И здесь я взял еще полграмма аскорбата натрия, антиокислитель жира. Буду я готовить финокьону со стартовыми культурами. Здесь у меня стартовые культуры CS300 по дозировке от производителя. Они расходуются в размере 0,25 грамм на 1 килограмм. Вот здесь у меня взято из расчета именно 0,25 грамм на эти 2,5 килограмма. И моносахара, это кристаллют. Здесь из расчета 4 грамма на килограмм. По поводу стартовых культур и вот той кислинки, о которой постоянно задают вопросы. На самом деле стартовые культуры не имеют отношения к кислинке, а кислинка происходит, ее появление в результате того, когда стартовые культуры питаются вот этими моносахарами и выделяют вот эту молочную кислоту. Поэтому именно дозировка моносахаров по отношению к дозировке стартовых культур дает вот ту самую кислинку. Я взял из расчета 4 грамма моносахаров и 0,25 грамма стартовых культур CS300. По рецептуре финокьона это, конечно, фенхель. Фенхель – это тот именно отличительный вкус, вот этот аромат, который отличает финокьону от всех других сыровяленых колбас. Здесь я взял фенхель из расчета 2,5 грамма на 1 килограмм мяса. Значит, черный молотый перец и белый молотый перец по 1,5 грамма на килограмм. Мускат молотый 1 грамм на килограмм и чеснок гранулированный сухой 2 грамма на килограмм. По рецептуре на финокьону я использую красное сухое вино из расчета 30 миллилитров на килограмм. Здесь у меня 75 миллилитров. Ну и в качестве оболочки я буду использовать оболочку iCell Premium диаметром 38 миллиметров, поскольку вялить колбасу я буду в домашнем обычном холодильнике.
при неидеальных условиях, поэтому iCell – это именно та оболочка, которая справляется с этой задачей, и уже неоднократно я ее использовал, колбаса получается идеальная. Значит, эту оболочку я получил от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. Интернет-магазин Craft Store, и вы можете найти все необходимые ингредиенты для производства крафтовых домашних колбас. Ссылочку на этот интернет-магазин я оставлю в описании под этим видео. И если вы сделаете заказ в этом интернет-магазине Craft Store, воспользуйтесь специальным промокодом. Вы можете ввести этот промокод при создании заказа и ввести слово Food Court. Вы получите 3% скидки на любой ваш заказ, независимо от ассортимента или суммы. Ну, теперь я приступлю к переработке мяса, составлению фарша. Все мясо, и жирную, и нежирную часть, я перекручу на решетке с диаметром отверстия 10 мм. Мясо слегка подморожено. Фарш будет иметь достаточно крупную структуру, и рисунок будет вполне интересный. Перекрутив фарш на мясорубке, я сразу вношу подсолнечную смесь и все специи, все ингредиенты. После внесения всех составляющих по рецептуре я начинаю руками вымешивать фарш. Делаю я это очень тщательно, на протяжении, наверное, 15 или 20 даже минут, тщательно размешивая соль, все специи до появления вот таких белых волокон, которые затем в процессе ферментации, усадки и вяления они образуют такой единый каркас. На этом этапе нужно не жалеть усилий. Вот посмотрите, пожалуйста, друзья, до какой консистенции необходимо вымешивать фарш на сыровяленую колбасу. Вот эти вот длинные такие волокна, нити – это мясной белок, который руками необходимо выбить из мяса, чтобы затем структура колбасы получилась не рыхлой, а плотной и монолитной. Ну и теперь я набью фарш в колбасную оболочку. Вот так вот на 40 сантиметров она порезана, замочив в воде. Вот в таком она виде, да, идет. По 5 метров отрезки. Вот. Вот так. Вот так она хранится. Вот. Ну и все, сейчас будем наливать. 38 миллиметров. Оболочка iCell достаточно прочная. Набиваю максимально плотно. Фарш без воды, без жидкости. Вообще он такой очень густой, концентрированный. Ну и перевязываю с помощью помощников со второй стороны. Максимально необходимо уплотнить фарш в оболочке для того, чтобы структура колбасы не была рыхлой. Вот как-то так. Вот, пожалуйста, из 2,5 килограмм фарша у меня получилось 5 батончиков. Длиной оболочку нарезал 40 сантиметров, но по 5 сантиметров у меня осталось на хвостике. С одной стороны я связал петельку, чтобы сейчас подвесить колбасу для созревания, для того, чтобы колбаса созрела и начала работать нитритная соль стартовой культуры.
Я ее буду вывешивать при комнатной температуре на 24 часа. Вот так она будет висеть 24 часа при температуре 20 градусов. Ну и завтра посмотрим, какого она будет цвета. Так, прошли ровно сутки. Колбаса отеплилась. Такой ярко-красный цвет. Вот такая она. Значит, взвешена она. Каждый батончик. Вес зафиксирован. Все пронумеровано. И теперь мы ее на крючочке отправим в холодильник на 72 часа. И затем проведем первое санитарное копчение. Салями финокьона уйдет на потерю веса. Салями финокьона. Прошло 45 дней. Потеря веса 35,5-36% за 45 дней. Колбаска такая мягкая еще. Она практически готова. Значит, что я сейчас сделаю? Я 2 штуки упакую в вакуум. И через 10 дней мы ее попробуем. При потере веса 35-36%. А эти я еще оставлю дней на 10 до потери веса 40-42%. И можно будет сравнить. Вот так она будет созревать в холодильнике. А это еще будет терять вес до 39-40, может быть даже 42%. Ну и потом мы это все будем пробовать и сравним результат. Итак, финокьона. Финал. Вот 2 колбаски. Значит, они 7 недель. Больше 8 почти недель. Почти 2 месяца. Потеря веса 40%. Она вообще уже засохла. А это 2 колбаски, которые потеря веса 35%, и они 2 недели провели в вакууме. Вот теперь мы сравним и попробуем. Они мягкие. Мягкая, нежная колбаска. А это 40% дубовая. Закала нет абсолютно. И тоже практически вот тут чуть-чуть вот тут закал есть. Но такая она жесткая. Ну вот сейчас будем пробовать. Конечно, при разрезе там колбаса, которая провела в вакууме 2 недели, она такая эластичная, мягкая. Смотрите, практически идеальный срез, красивый рисунок, вкрапление жира, пахнет она невероятно вкусно. Ну да, конечно, вкус яркий, узнаваемый,
Это фенхель. Здесь у меня на острове засели итальянских колбас и финокьона, как бы одна из самых популярных и распространенных сортов итальянской сыровяленой колбасы. В любых видах финокьона здесь продается, но вот я ее воспроизвел своими руками. Но эта колбаска, конечно, пожестче. Потеря влаги 35% и 40% это, конечно, различие чувствуется сразу. Но здесь, конечно, закал чуть-чуть присутствует. Она еще не была в вакууме. Ну и, конечно, вкус ярче. Все-таки большая потеря влаги приводит к тому, что вкус специй более ярко раскрывается. Ну что я вам скажу, друзья, фенхель – это вкус детства, пиктусин. Кто не помнит, вспомните. В сочетании с сыровяленым мясом очень даже вполне приятный, мягкий, ароматный вкус. По факту дегустации, друзья, что я вам хочу сказать. Эта колбаса, потерявшая в весе 40%, на мой вкус она ярче. Именно эту колбаску я сейчас снова отправлю в вакуум, и через месяц-полтора это будет настоящий деликатес. Если вы досмотрели это видео до конца, то вы точно теперь знаете, что приготовить дома настоящую сыровяленую итальянскую колбасу вполне несложно. Просто нужно немного терпения, и у вас в руках будет прекрасный результат. Если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. Обязательно нажмите на колокольчик, и вы будете получать все уведомления о новых рецептах на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!